Здравствуйте, уважаемые коллеги. У нас очередное интервью в серии бесед по Сокомес. Мой сегодняшний гость Оксана Довгополова, профессор кафедры философии Одесского национального университета имени Мечникова. Здравствуйте, Оксана. Добрый день. И Оксана в числе прочих своих интересов входит в программный комитет конференции, первой большой конференции рабочей группы по Сокомес, которая пройдет в сентябре 2020 года. Но я хочу сегодня с ней поговорить, собственно, о ее деятельности и исследованиях в области коллективной памяти. И начать хочу с такого вопроса. Оксана, вы же по образованию, по интересам специалист по средневековой философии. Как вы вообще пришли к вот этой теме памяти, и с чего начался ваш интерес к этому? И вы же занимаетесь не только исследованиями, но и практической деятельностью, образовательной деятельностью в этой области. Что вас на это побудило? Да, спасибо за воспоминания о моем средневековом прошлом. Но тут скорее это еще такая студенческая специализация. Я закончила исторический факультет, то есть по базовому образованию я историк. И там я занималась средними веками, ну и потом преподавала тоже, и сейчас продолжаю преподавать философию средних веков. А диссертации обе мои философские. Вот, то есть и там я ушла в сторону социальной философии и философии истории, поэтому философия истории как-то естественно граничит с memory studies, и оно тут более или менее естественно. То есть в философии истории я занималась всерьез с исследованием там персональных опытов Петром Михайловичем Бицилли и так далее. Вот. Но, собственно, в поле Memory Studies я зашла, можно сказать, случайно, да, из-за того, что в 2014 году для меня вдруг стало очевидно, то, что было очевидно, в принципе, и раньше, то, что история используется как оружие, и если раньше я так как-то, ну, легкомысленно на это смотрела и думала, ну ладно, умные люди понимают, где правда, а где мифология, а зачем каждому объяснять, да, кто-то хочет поиграть вот в такое прошлое, а в 2014 году я вдруг увидела, что это прошлое может реально убивать, да, заставлять людей брать оружие и идти убивать других людей. Вот, и мне стало от этого очень грустно, что я вот так вот упустила какие-то свои шансы, может быть, кого-то от этого, может, я, конечно, придумываю себе, что я могла бы кого-то свернуть с этой дороги, но, тем не менее, я упорствую. И в 2014 году в Одессе были запущены диалоговые процессы, и я в них участвовала. И потому что было очень сложно, и я участвовала в диалоговых процессах, и когда мы участвовали в диалоговых процессах, мы думали, каждый из нас, что каждый из нас может сделать в связи со своим профессиональным бэкграундом. И для меня стало ясно, что так как у меня бэкграунд исторический, философско-исторический, то я и должна как-то двигаться в этом поле и пытаться сделать что-то для того, чтобы историю убрать, прошлое убрать из факторов насилия и противостояния между людьми. И мы придумали такую публичную площадку, ну, назвали это группой неформального образования, потому что мы не знали, как это можно назвать, для того, чтобы собирать людей с абсолютно разным бэкграундом, не историков, которые имели бы площадку, где поговорить о сложных моментах прошлого, проговорить какие-то точки манипуляций для того, чтобы, ну, освободиться от этих манипуляций, понимать, каким образом не попасть под вот это поле манипуляций. И вопрос стоял в том, где это делать. Университет не оказался удачной площадкой, потому что людям без профессионального бэкграунда кажется, что в университете могут говорить только дипломированные кандидаты, доктора наук и так далее.
И тогда нас поддержал Impact Hub Одесса, один из многочисленных Impact Hub'ов, которые по миру организованы. И наш одесский Impact Hub имеет направленность на образовательные и социальные проекты. Поэтому, когда мы пришли с вот этой вот идеей сделать площадку для проговаривания сложных моментов прошлого, Impact Hub нас поддержал и дал нам свой ресурс для того, чтобы мы имели где собраться, да, и каким-то образом заявлять о своей деятельности. Идея была очень немудрящая сначала, то есть мы выбираем какой-то сложный узел прошлого, приглашаем какого-то специалиста в этой области, который краткую дает, не больше, чем на полчаса, информацию об этом кейсе, и потом еще там в течение получаса, часа люди это обсуждают. То есть для того, чтобы люди, не профессионалы, научились, получили инструментарий, как с этим работать и как с этим разговаривать. Идея была работать на Free Donation, то есть люди, которые приходят с Free Donation, дают возможность пригласить следующего спикера там из другого города, чтобы он приехал, чтобы мы его поселили. То есть люди жертвуют деньги и одновременно голосуют за того или иного участника. Что мы продолжаем, да, то есть у нас не было такого, что вот давайте скинемся для того, чтобы привести того или того человека, то есть мы просто говорили о том, что для того, чтобы следующая наша встреча состоялась, не нашими внутренними силами, а чтобы мы могли привести какого-то специалиста, то мы вот кто сколько может. И, в принципе, где-то, год мы существовали в таком режиме. Это, конечно, не самый удачный режим, но режим честный, потому что он действительно показывает, насколько это интересно либо неинтересно. То есть мы собирались раз в месяц, обсуждали самые разные случаи, и это было очень интересно. По ходу дела я создала, то есть я там, в принципе, единственный администратор этой фейсбучной страницы Hubs of History, которая существует и до сих пор. И, она, в принципе, живая, там идет работа. Вот, но дальше мы поняли, что это очень слабоватенькая работа, да, и надо пытаться сделать что-то более серьезное. А можно еще уточнить сначала, когда вы говорите «мы», да, и уточняете, что вы единственный администратор, все-таки кто был еще среди инициаторов и кто туда приходил? То есть вы можете как-то обрисовать профиль, что ли, этих людей? То есть это образованный средний класс, или это люди, которые сами пережили какой-то травматический опыт? То есть что побуждало людей приходить на эти встречи? Во-первых, кто мы? Это несколько моих коллег и аспирантов из Одесского университета. Мои 3 на тот момент аспирантов. Анна Шапира, Наталья Ткаченко и Алексей Ткаченко. Вот они такие бессменные мои соратники, помощники. Еще с нами работало несколько школьных учителей, которые чувствовали потребность в изменении школьной программы. И не историк, но наш хороший друг Владимир Немерцалов, который биолог вообще на самом деле, но мы вместе с ним много всего разного сделали. И в частности, вот с запуском Hubs of History и нескольких проектов, которые мы осуществляли. Кто к нам приходил? Приходили очень разные люди в зависимости от темы. То есть тут я не могу сказать, что у нас была какая-то постоянная аудитория, потому что тема в значительной мере менялась. То есть когда мы, например, рассматривали испанский кейс примирения памятей, то приезжал к нам коллега из Львова, Богдан Чума, и тут аудитория была в основном историческая, да, то есть пришло, достаточно известен в Украине, и пришло очень много студентов, историков и преподавателей его слушать, но и люди просто интересующиеся. Часто это были студенты. Очень смешно, что иногда это были студенты, которые не ходили на мои пары в университете, но приходили на неформальные какие-то вещи. То есть вы говорили не только об украинской проблематике, но и шире о том, что происходит в других странах.
Да. То есть мы говорили там о Патрике Дюбуа, например, как фигуре. И у нас был не только травматический опыт, мы рассматривали вариант взгляда на, например, одесскую память, одесский миф в разных вариантах, в разных преломлениях, в частности, в преломлении многонациональности одесской кухни. Тут у нас был отдельный даже проект, очень интересный, который внезапно, вроде это все так здорово, весело, форшмачок приготовили, а оно подняло несколько слоев травматической памяти. Внезапно. Память об исчезнувших соседях. И для меня это был очень неожиданным вариантом, таким вот результатом, но очень значимым. Потому что когда одессит готовит какое-то блюдо, он помнит о соседях, которые раньше были, а теперь их нет. И это может быть второе, третье поколение. Но получается, что все-таки эти встречи проходили достаточно гармонично, да? То есть там не было острых конфликтов внутри этой группы между, не знаю, представителями разных политических лагерей, например. Нет, таких не было. Если мы Это скорее практические мероприятия в каком-то смысле. В какой-то мере да, в какой-то мере да. То есть мы ставили для себя такую условную цель дать людям возможность, дать людям инструменты, которыми они могут пользоваться, говоря о прошлом. Хотя у нас, как раз когда мы говорим об одесском прошлом, у нас очень сложные бывают узлы, причем в самых неожиданных местах, да, вот я упомянула диалоговое движение, в котором я соучаствовала. Так вот, единственная тема неудачного диалога, когда люди чуть не подрались, это была тема о возрасте Одессы. Сколько лет Одессе? Да, то есть очень сложные темы затрагивались. Люди приходили и готовы были говорить друг с другом, готовы были обсуждать. И здесь был просто какой-то трэш. Мне очень не повезло, я как раз, меня не было в Одессе, я не попала, было 2 диалога, связанных с возрастом Одессы, но я на них не была. Но когда мне о них рассказывали, я поняла, что это был какой-то ад. Хотя, казалось бы, чего тут спорного, вроде город сравнительно новый исторически. Но да. Давайте, может быть, в это не будем углубляться. Я бы хотел перейти от примеров такого не очень успешного диалога, наоборот, к примеру, как мне кажется, уникальному диалога, ну, по крайней мере, конструктивного. Да? Это группа 2 мая, которая действовала или действует, может быть, до сих пор в Одессе, которая, мне кажется, безумно интересным примером, наверное, действительно уникальным на постсоветском пространстве, когда представители действительно разных политических сообществ или лагерей собрались вместе, чтобы попытаться совместно разобраться в неком травматическом событии. Да? Конкретно речь идет о пожаре в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая. Можете немножко об этом рассказать? Да, и это действительно уникальный опыт. Мне немножко неловко об этом говорить, потому что я не член группы, я наблюдала эту работу группы извне. Очень тесно они были связаны именно с диалоговыми практиками. Когда произошло 2 мая в Одессе, это чрезвычайно травматичное событие, и для Одессы это был колоссальный шок, да, то, что произошло. И сразу после 2 мая журналисты, правозащитники, то есть люди с достаточно разным бэкграундом, которые имели опыт такого гражданского активизма, объединились в группу, которая имела целью собрать максимальную информацию о том, что произошло, весь фактаж, и сделать эту информацию видимой. И изначально, когда возникла эта идея, изначально было требование, что в этой группе должны присутствовать обязательно представители разных лагерей, условно. И такое действительно было, и вот тот архив, который собрала группа 2 мая, архив материалов на самом деле больше, но то, что вошло вот в этот архив, это то, что было утверждено и той, и другой стороной. То есть всякое видео, всякая там информация, был составлен подробнейший таймлайн, да, то есть в какой момент что происходило,
Они очень внимательно вот эту гору материала огромную перелопатили, составили очень-очень четкий таймлайн, и его можно увидеть. В интернете все эти материалы есть, даже на нескольких языках. И изначально позиция была такая, что мы должны согласиться, что мы принимаем этот факт как факт. Да, это доказано, что вот это было, да. Группа существовала некоторое время, и в разный период разные люди ее покидали. Это очень сложный процесс, особенно исходя из того, что судебное разбирательство продвигалось, ну, мягко скажем, очень странно, да, и люди выгорали, уходили. Сейчас часть людей, которая составляла группа 2 мая, преобразилась в правозащитную группу «Гидность», которая продолжает работать в Одессе, защищая права человека. То есть и для меня, да, гидность достоинства, и для меня это такой вот, мне кажется, очень естественный вариант трансформации группы, потому что свою задачу, как группа 2 мая, они выполнили, они собрали всю информацию, правовых никаких действий они, естественно, сделать не могут, но они это сделали. Тот, кто хочет знать эту информацию, он имеет возможность ее знать, и преобразились в уже правозащитную. И в состав этой новой группы вошли тоже представители разных политических лагерей или движений? Уже нет. Уже нет. Это уже, да, тут не было такого требования, здесь уже вот те, кто остались работать в группе, те и продолжают эту деятельность. Я хочу, у нас осталось не так много времени, я хотел бы вернуться, собственно, к вашей деятельности, к вашим исследованиям. Значит, помимо вот этой дискуссионной деятельности, да, и целого ряда исследовательских проектов, я знаю, что вы еще проводили совместные российско-украино, по-моему, германские семинары как раз по вопросам травматичной памяти для студентов. Расскажите, пожалуйста, об этом. Да. Да, это, ну, вот вся эта деятельность, начиная с Hubs of History, она, собственно говоря, ну, такая условно-миротворческая, да, то есть примирение людей в контексте памяти – это наша задача. И, ну, в 2014 году с моими российскими коллегами, в частности, с Алексеем Каменским, это был такой достаточно сложный момент, когда мы задавали себе вопрос, а что дальше, да, как могут развиваться взаимоотношения между там, россиянами и украинцами в условиях существующей войны. И мы задали себе такой вопрос, насколько важно начать работать с вот этой травмой вот сейчас прямо, до того, как она завершилась. Как научиться об этом говорить, не исходя изначально из своего лагеря, да, то есть вот россиянин, который осознает ситуацию, как он должен сам себе проговаривать вот эту ситуацию. Мы с помощью при поддержке, да, Министерства иностранных дел Германии, вот этой программы сотрудничества гражданских обществ стран Восточного партнерства, да, мы запустили такой проект, там было 4 страны: Россия, Украина, Беларусь и Германия. И задача была такая, что, ну, там была и лекционная, и дискуссионная часть, и работа в группах и так далее, там с документами. Сверхзадача была такая, чтобы студенты из разных стран, вот в этих интернациональных группах, ну, то есть по 4 человека, к концу программы написали 1 страничку учебника истории, которую можно было бы использовать во всех 4 странах. И, естественно, о конфликтных моментах прошлого. И задача была такая, чтобы написать его не так, что представить себя над конфликтом, а именно проработать конфликт.
То есть не то, что, а давайте-ка мы поищем, да, у нас сейчас война, но давайте мы поищем, что нас объединяет. Нет, это не та позиция, которую мы изначально проговаривали. Мы проговаривали, как об этом говорить так, чтобы быть честными и в каждой из стран. Опыт был очень любопытный и, как мне представляется, удачный. Мы над этим работали, и вообще школ таких было две. Одна была в Литве, но там получилось, что у нас только состав преподавателей был международным. А вот эта вот вторая школа, действительно, из 4 стран люди собрались, и сейчас, когда мы видим то, что происходит в Беларуси, я очень часто вспоминаю эту нашу школу, потому что мы постоянно касались темы «Беларусь постоянно в тени». И когда мы проговариваем какие-то сложные моменты истории, Беларусь проваливается, да, и многие и украинские, и российские, я думаю, и немецкие студенты тоже внезапно для себя обнаруживали, что, оказывается, тут есть какие-то вещи, о которых они не имели понятия, например. То есть это вот такой вот неожиданный эффект от этой школы. Вот. И, кроме того, в Одессе уже мы проводили такой большой проект, опять-таки, по примирению общества в контексте памяти, опять-таки, в рамках тех же программ, и поставили себе такую амбициозную задачу, ни больше, ни меньше, как создать комиссию правды и примирения для Украины. Так вот, и мы сейчас вот создадим. И чем это закончилось? Мы провели такую большую конференцию, приглашали разных людей, которые работают с этим, и у нас была большая программа с учителями. Тут был фокус на локальную историю. И каков результат? Результат для меня оказался очень внятным. Никакая комиссия правды и примирения не может поставить точку. Это должна быть работа постоянная. Причем работа с прошлым, которая вовлекает как можно больше людей, которые должны отказаться от позиции «эксперт большой, он лучше знает, он мне сейчас все объяснит». Люди должны научиться сами делать свои выводы о том пространстве, в котором они живут, да, особенно вот в контексте декоммунизации, процесса декоммунизации в Украине. Это стало совершенно очевидно, потому что люди очень часто ждут указания сверху, скажите нам, как правильно. Нет, вы сами Говорите должны... именно про случай Украины, да, потому что ведь Да. во многих исторических случаях такие комиссии создавались именно для того, чтобы действовать в течение там 4-5 лет, потом завершить свою работу и выпустить отчет. Вот. И те комиссии, которые существовали, они, конечно, выполнили свою роль, ту, которая перед ними, те задачи, которые перед ними стояли, но для меня стало ясно, что вот для меня условная комиссия, да, должна работать постоянно, не прекращая. Не прекращая, потому что каждый год все равно появляются какие-то новые вызовы, внезапные. Никогда нельзя сказать, мы сделали достаточно для того, чтобы все. Понятно. И в завершение, в 2 словах, расскажите, чем вы сейчас занимаетесь, какие у вас сейчас темы исследований? Сейчас, опять-таки, в продолжении все той же деятельности, примирение в контексте прошлого, в какой-то момент, в 3 года назад, я поняла, что самое продуктивное поле для работы с вот таким вот травматичным прошлым или непонятным прошлым – это искусство. И я двинулась в эту сторону. И сейчас я в сокураторстве с Екатериной Семенюк, это моя коллега, собственно говоря, из поля кураторства и арт-менеджмента, то есть мы соединились, я из поля memory studies, она из поля искусства. Мы запустили проект «Минуле майбутнє мистецтво». Ну, по-русски оно плохо звучит. Прошлое, настоящее искусство, past future art, вот по-украински «Минуле майбутнє мистецтво», оно как-то лучше звучит. Вот, и с чем мы работаем? Мы работаем, опять-таки, наша задача – это публичные
ивенты, публичные мероприятия, для того, чтобы людей втянуть в дискуссию о художественных практиках проработки прошлого. То есть такие практики есть, мы приглашаем художников, но сейчас у нас, получается, что мы онлайн всех приглашаем, потому что коронавирус, и мы приглашаем либо художников, либо кураторов, которые работают с этой темой, и стараемся людей втянуть в разговор об этом и показать, по крайней мере, да, то есть первый шаг — это показать, как на это можно посмотреть, как с этим можно работать. И у нас есть сайт, мы работаем и с текстами, там наши мероприятия, мы записываем их, можно посмотреть. У нас большая амбиция по запуску в этом ключе некоторых диалоговых процессов, сейчас мы их готовим. И к созданию такого хаба локальной истории, да, то есть показать многообразие как ресурс, а не как проблему Украины. То есть в данном случае мы нацелены именно на проблему Украины и хотим показать, что региональное разнообразие способно работать как очень серьезный ресурс. И пытаемся, опять-таки, такая у нас амбиция серьезная, Одесскую область сделать таким полигоном для проверки вот этой вот модели. Ну что же, желаю удачи. Звучит безумно интересно. Спасибо. И очень надеюсь на продолжение разговора в рамках конференции и не только. Спасибо большое, Оксана. Всего доброго. Спасибо, счастливо.